Novruz bayramınız mübarek olsun, aziz dostlar. Дорогие друзья, поздравляю вас с прекрасным, самым, наверное, светлым праздником на свете, с праздником Новруза, с праздником весны. Друзья, это, наверное, действительно один из самых красивых праздников. Он очень красивый и по своему времени, когда он начинается, это весна, это когда вот это все, природа начинает оживать, все живое начинает петь и цвести. И также он очень красив по своим традициям. Сегодня мы коснемся, как говорится, кулинарной части этого праздника. И вместе с вами приготовим, наверное, одно из самых традиционных блюд, которые готовят на этот праздник. Это балых лявянгиси. Это блюдо из южной нашей зоны, из Ленкорани, из Астары и так далее. Да, и оно очень красивое и при всем при этом довольно-таки простое. Друзья, вы только посмотрите на этих двух красавцев. Это рыбка называется у нас кутум. Или по-другому еще ее называют вырезуб. Это эндемик Каспийского моря. Он обитает только в Каспии. Обладает очень хорошими вкусовыми качествами. Немножко, правда, костлявый. Но его вкусовые качества перекрывает вот этот его небольшой недостаток. И сегодня наше блюдо, наше традиционное блюдо, которое мы готовим на Новруз байрамы, мы приготовим именно вот из этой традиционной для этого праздника рыбки. Вот эти два красивых кутумчика мы будем использовать. Рыбку нашу мы сначала очистим от чешуи. А это у нас девочка, друзья. Смотрите, сколько икорки она нам дала. Икра, смотрите, какая, друзья. Она тоже у нас пойдет в дело. Алик, Алик, внутренности твои. И вот этот пузырь тоже твой. Друзья, рыбки чистенькие, помыл, распотрошил. В общем, с рыбкой у нас все окей. Рыбка пока ждет своего часа, а мы займемся начинкой. Я же не сказал главное, что это за блюдо. Это фаршированная рыба. Значит, что у нас идет? У нас идут грецкие орехи в начинку. У нас идет репчатый лук, желательно красный, он чуть-чуть слаще. Также у нас идет вот эта паста, соус из алчи, то есть сливовый соус, соль, перец и все. Это вот такой классический традиционный рецепт. Так, пропустим лук через мясорубку. Друзья, пропустил лук. Теперь его нужно немножко отжать. Возьмем марлю и отожмем лук. Ненужная влага. От нее надо избавиться. Теперь, друзья, грецкий орех. Значит, грецкого ореха по объему чуть больше, чем лук. Чуть больше лука. Также идет икра. Когда она есть, конечно. Но если она есть, не добавить ее грех. Теперь, друзья, сюда идет
паста алчи, соус, алчевый соус. Алча — это разновидность сливы. Наверное, ложки 3-4 столовые. Перемешиваем и смотрим на консистенцию. У нас такая должна получиться, как цемент такой. Раствор. Еще ложечку. Как всегда забываю соль и перец. Солим. И перчим. Друзья, на вид может показаться такой простой, да, это начинка, но она по правде очень вкусная. Многие даже это блюдо едят не из-за рыбы, а из-за начинки этой. Очень вкусная. Теперь рыбки посолим снутри. Смажем рыбу вот этим кисленьким соусом внутри. И теперь начиняем рыбу. Но не переусердствуем. Помним, что мы еще ее должны зашить, закрыть животики. Ну вот нормально, вроде вот так. Так, это одна. И это вторая. Так, друзья, теперь как будем закрывать? Значит, это можно сделать ниткой вот такой, взять цыганскую иглу, суровой ниткой это прошить. Или же, я думаю, зубочистками тоже у нас должно получиться. Сейчас попробуем зубочистками. Теперь надрезаем. Друзья, и теперь вот эту пасту, соус заполняем в щели, чтобы у нас рыбка была такая вкусненькая, кисленькая. Друзья, теперь у вас может появиться соблазн оставить вот эту пасту, этот соус прямо на поверхности рыбы. Но делать этого не нужно. Только в щели. Вот посмотрите пальчиком. Соль и вот этот соус. А саму пасту с поверхности рыбы лучше удалить. Потому что она у нас будет гореть. Это 100%. И будет такой иметь черный неприглядный вид. Теперь беру сковороду, смазываю маслом растительным. Так. И нашу рыбку укладываем сюда. Аккуратненько. Вот она.
И вот так. Загружаю в корзину, друзья. Оба! И корзину в тандыр. Друзья, так как рыба относительно крупная, и потом она фаршированная, то есть у нее внутри, то есть большая масса, да, тоже есть. То, чему нужно приготовиться. Я думаю, где-то час она постоит. Огонь у меня такой средний. Средний, вот терпит рука более-менее. Где-то час постоит. Все, поехали. Закрываю. Друзья, пока у нас рыбка в тандыре стоит, как я сказал, где-то час это будет длиться, мы с вами попьем чай и немножко вам расскажу об этом прекрасном светлом празднике. Любители, ценители чая сразу спросят, почему чай такой недостаточно красный. Я в последнее время чай пью, смешиваю зеленый, 50 на 50, цвет такой. Так вот, друзья, что я хотел вам сказать об этом празднике. Ну, первое, то, что он очень-очень древний. Ему, насколько я знаю, больше 2000 лет, 2500-3000 лет. Древнейший праздник. Значит, начало он свое берет с зороастризма, вот с этой древней религии. Ну, сейчас этот праздник перестал быть уже религиозным. От него, от всей этой религиозности осталась только вот эта красота и вот эти красивейшие традиции. Так что вот так, друзья, праздник этот очень красивый и вкусный. Это у нас традиционная сладость, которая готовится на этот праздник. Это шакер-бура, а это пахлава. Друзья, прошло 45-50 минут. Ух ты, смотрите, какая она. Она уже готовая, друзья. Уже никакой час нам уже не нужен. Посмотрите, какой цвет она имеет. И только посмотрите на эту красоту. Друзья, вид просто сумасшедший. Я не знаю, передает ли камера всю эту красоту. Вид просто бомбический. А при таком виде вкус тоже не может быть плохим, правильно? Ну, сейчас в этом убедимся. Вот этот кусочек ближе к голове, он вкуснее бывает. И костей поменьше должно быть. Вот так, друзья. Так, зубочистки у нас здесь. Смотрите, кончики как обуглились. Что значит тандыр? Температура не шуточная. Сейчас я вам поверну вот так, чтобы мы посмотрели на нашу начинку, друзья. Вот она как пропеклась. Там и икорка видна. Вот он. В разрезе. Начну с начинки. Очень вкусно.
А вот и знаменитый кутум. Тот, кто знает эту рыбу, не даст соврать, какими она вкусовыми качествами обладает. Единственное, что зараза костлявая. Но если она крупная и вот ближе к башке, нормально. Поехали. Такой слегка, ну, привкус, друзья, вот только свойственный только этой рыбе. Да, конечно, похоже, это семейство карповых и так далее, но вот у него есть привкус только ему свойственный. Очень приятный. А посмотрите, какая кожица, как она поджарилась. Просто супер. Это как прям ребрышки у барашка, такие микро. Ладно, косточки вытащить вот такие здоровые, а остальное просто деликатесный вкус имеет. Пальчики оближешь и в прямом, и в переносном смысле. Вот это блюдо вот так и едят, в принципе. Кладешь все на тарелку, и больше ничего не нужно. И тихо-тихо, начинка, рыбка, рыбка, начинка. Лямянги также делают и из курицы. То есть это не обязательно рыба. Но вот этот именно лямянги из кутума, это классика. Это, знаете, это наша азербайджанская классика. Одно из самых вкусных наших блюд. И именно, вот я еще раз подчеркну, именно это блюдо почему-то очень часто готовят на Навруз-байрам. Очень часто. Так что вот так, друзья. Спасибо большое, что смотрели меня. Всех, друзья, поздравляю в этот прекрасный день весеннего равноденствия. И в новом астрономическом новом году всем я вам желаю счастья, мира и добра. Спасибо большое. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.